Привет! Сравнение Galaxy A51 и Redmi Note 9 Pro, он же Redmi Note 9s, на первый взгляд может показаться немного странным, но на самом деле с учетом курса рубля телефоны сейчас стоят практически одинаково. При этом в каждом из телефонов есть что-то прям ужасное, что мне вообще не зашло, и наоборот очень крутое. В общем, прям однозначно лидера нет. Так что Redmi Note 9s, Galaxy A51... Fight! Есть вот одна вещь, в которой меня точно нельзя обвинить, в какой-то нелюбви к Samsung. Ну хотя бы потому, что в качестве основного телефона у меня были S20, но он у меня сейчас есть S10, Note 9, S8, S7, S5, ну и так далее. И вот немного про ощущения. Вот покупаешь ты себе какой-то гаджет и еще перед началом использования только коробку в руки взял и начинаешь открывать, у тебя уже формируется впечатление. Да хотя бы по той же коробке, как там внутри все разложено, но и вот Samsung тут расстраивает. К самой коробке претензий нет, обычная, а вот внутри уже чувствуется какой-то дешман. Провод и наушники убраны в какой-то шуршащий пакет, причем наушники типа как в Переходе там за 50 рублей. Как по мне, лучше бы заменили на чехол, которого в комплекте нет. Уже тут чувствуется, что Samsung хоть и пытается быть ближе к народу, выпуская среднебюджетные версии, но как-то не заботится, что ли. По мне, чехол и пленка на телефоне прямо из коробки — это уже какой-то must-have. Xiaomi это понимает, поэтому Redmi Note 9s продается уже в полном обмундировании, кроме говнонаушников. Ради справедливости, у нее, конечно, и пленка не очень, на ней нет а-ля фобки, палец за нее как-то цепляется, чехольчик уже обычный. Да и внутри у Redmi все уложено просто по обычному, нет намека, что ты как-то продешевил. Зарядка и там типа быстрая, но не быстрая. 15 Вт у Samsung и 22,5 Вт у Redmi, хотя сам телефон поддерживает только 18 Вт. Сразу определимся по стоимости. Сейчас они стоят с учетом курса практически одинаково. Так, минимальная версия Note 9s стоит от 200 баксов, но в Москве он уже оказывается у некоторых магазинах на e-каталоге есть в наличии и стартует от 19 тысяч. А 51 в официальной рознице с гарантией стоит также в районе 20, а вот серые поставки можно найти вообще за 16. Получается, сейчас A51 стоит еще и дешевле. Но не будем забывать, что нормальная цена за Redmi, ну там в районе 12, 13, ну ладно, 14 тысяч рублей. Размеров плюс или минус записывать не будем, у телефона все-таки разная диагональ экрана, но Redmi, конечно, больше, шире, тяжелее, толще, а еще у него блок из камер выпирает просто максимально. Samsung несколько унифицировали дизайн своих смартфонов, фактически стерли грани, теперь визуально не всматриваясь трудно понять, у тебя A51 или флагманский S20. С точки зрения бюджетного сегмента это однозначно плюс. Можно не платить много денег, но при этом иметь телефон, который выглядит как флагман, но покупая наоборот флагман и получать дизайн как у среднебюджетного телефона, это наоборот странно, но конкретно здесь это в плюс. Оба телефона у меня в сером цвете, но на свету каждый переливается как может. Субъективно Redmi Note 9s мне, наверное, нравится все-таки больше, но честно скажу, Samsung в руке лежит как-то приятнее и более, что ли, дорого. Первое отличие, которое не на руку Redmi, это экран. Super AMOLED 6,5 дюйма у A51 и IPS экран 6,67 дюйма у Note 9s. У IPS главное преимущество — фактически нет пульсации, поэтому если чувствительные к шиму глаза обычно смотрят именно в его сторону, но IPS тоже разные бывают. Ну и в Redmi он, давайте называть вещи своими именами, ну не говно, но не очень. Под углами выцветает и становится конкретно блеклым, чего, конечно, лишен самсунговский экран. У него по части углов обзора, цветопередачи, контрастности претензий к нему за эту цену, ну, наверное, нет. Картинка очень приятная, экраны Samsung, в отличие от процессоров, делать все-таки умеет. И там дисплей, ну, не очень яркий, 530 с небольшим нит у Samsung и 430 нит у Redmi. Без приборов разница, ну, конечно, немного, но ощущается. В A51 пульсация экрана в принципе относительно небольшая на больших значениях яркости. От 50 до 100% яркости значения показываются в районе 20%. Это, в общем-то, хороший показатель, а вот дальше идет во все тяжкие. После 50% значение опускается до 80 и доходит до 100 с лишним процентов. Что значит, читать книжки или вообще сидеть вечером в телефоне будет трудно, если у вас чувствительны к этому глаза. В общем, зашим, конечно, минус, но даже с учетом этого фактора по экрану тут однозначно плюс Samsung. Note 9s с этим моментом конкретно ложанули, и есть опасения, что Redmi Note 9 Pro Max будет такая же история. Сканер отпечатков находится на боковой рамке у Redmi и под экраном у Samsung. Эффектнее и современнее, конечно, датчик смотрится под экраном, но на рамке эффективнее и работает однозначно быстрее. Динамики и вибры примерно равны. И там динамика находится на нижней части, они не очень, ну больше какие-то такие пищащие с преобладанием высоких частот, ну не очень громкие. Ну вот, это Note 9s, A51. Это почти одинаково.
Давайте дадим A51 авансом еще сразу несколько плюсов, потому что дальше чаша весов уйдет в другую сторону. Хотя все-таки что-то так посчитал, только один плюс – NFC. Есть в A51 и отсутствует Note 9s, что для многих будет решающим фактором. А теперь понеслась. Честно, я не знаю, что Samsung такого сделал со своей оболочкой, да и вообще с этим телефоном, он реально постоянно тормозит. Какие-то фрезы при открытии и закрытии камеры, задумываются, когда приложение сворачиваешь, разворачиваешь, в общем, постоянно жестко тупит. И там экраны на 60 Гц, и прямо какой-то там супер плавности, естественно, речи нет, и Note 9s тут тоже не идеален, и бывают какие-то мини-фрезы, но он хотя бы работает стабильно, нормально и шустрее. Одна из причин этого – процессор. В Note 9s стоит топовый в рамках этой стоимости процессор Snapdragon 720G, он реально хорош за эти бабки. Samsung же идет с Exynos 9611. Различие начинается уже даже с тестов. 270 тысяч баллов у Redmi One Tutu против 170 у Samsung. Тест на тротлинг у Samsung тоже хуже и менее стабилен, и еще одна из причин всей этой тормознутости возможно в памяти. Оба телефона у меня в версии 4.64, и у Redmi результат по оперативной памяти 20 тысяч мегабайт в секунду. А у A51, прикиньте, стабильно показывается 4-5 тысяч, в 5 раз медленней. Поэтому, когда запускаешь игры, ситуация сохраняется. Играть на этом Exynos на Samsung просто испытание. Или ставишь нормальную графику и получаешь 15 FPS, или ставишь пиксельный ужас и играешь. Например, Call of Duty в королевской битве даже на средних настройках FPS держится в районе 40 с просадками до 30 FPS. У Redmi Note 9s он пытается и высокий тянуть на 60 FPS, но это не очень, конечно, получается, иногда бывает тормоза до 40 кадров. Но средние настройки он уже тянет вообще на изи. То же самое в PUBG с GFX настройками, Redmi тянет даже на высоких настройках, но, тормозит, на средних уже нормально, а A51 даже на минимальных настройках дает просадки до 30 кадров. Это же касается и других игрушек. В A51, в CarX Drift Racing 2 даже на самых минимальных настройках не получается 60 FPS, какое-то одно слайд-шоу. Короче, в плане процессора и производительности тут полная лажа, и ладно, он хотя бы работал нормально, но с такими тормозами вообще невозможно. Поэтому, когда я в прошлом выпуске сказал, что вместо Redmi Note 9s можно посмотреть Samsung A51, забудьте, был неправ. Что касается камер, тут уже не так однозначно. Основной модуль и там на 48 мегапикселей, в A51 ширик на 12, у Xiaomi на 8 мегапикселей, и там 5-мегапиксельный макромодуль, еще по одному сенсору для создания боке. При хорошем освещении телефоны фотографируют реально примерно похоже. Иногда A51 он больше шумит, но и детализация у него лучше, а иногда более детализированным выходит Note 9s. То есть прям конкретного лидера тут трудно выделить. При этом по балансу белого Samsung, как и всегда, делает немного холоднее фотографии и более ядовитые по цветам. Redmi же делает, потеплее. Широкоугольный объектив у Redmi Note 9s мне почему-то понравился меньше, он шумит как-то явно больше. Что касается портретов, например, на этой фотке Redmi конкретно пересветил небо, у Samsung там хоть какие-то детали, но есть. Но детализация на лице однозначно лучше у Note 9s, да и мех обработан тоже неплохо. Но и там мелкие детали типа веток сенсор глубины может просто не заметить. Фронтальная камера на 16 мегапикселей у Redmi против 32 у A51, и тут чисто по цветопередаче Samsung мне ближе, да и в темноте Redmi больше шумит, а A51, конечно, тут наоборот как-то мылит. Сейчас посмотрим еще несколько фотографий, вы напишите в комментарии, кто вам ближе, и перейдем к видео. Видео и там снимается максимум 4К 30 кадров в секунду, при этом в Redmi стабилизация есть только на Full HD. Это видео снято в Full HD как раз 30 кадров в секунду, и зацените стабилизацию. То, как это сделали в Redmi, наверное, лучше и не надо. Все трясется и видны жесткие дефекты этой стабилизации. Короче, пока хреново, на A51 смотрится явно лучше. Фронтальные камеры и там, я не знаю, слышно меня через маску или нет, и там не имеет стабилизации. Небо везде, конечно, конкретно пересвечено, так, среднее. Микрофон, кстати, слышно отчетливо, что на Redmi он явно лучше. И зафиналим с автономностью. В Note 9s аккумулятор аж на 5020 мАч, у Samsung на 1000 меньше, 4000 ровно. Естественно, из-за этого Samsung заряжается быстрее, 1 час 35 минут у A51 и 2 часа 2 минуты у Note 9s.
Но в тесте на разряд Samsung даже выиграл. Наш любимый Shadow Gun Legends на ультра настройках и максимальной яркости разрядил Note 9s за 5 часов 9 минут, в то время как A51 при таких же условиях показал 5 часов и 40 минут, что немного странно при меньшей батарее. Но эти цифры правдивы только в таком режиме. В обычной эксплуатации Note 9s все же процентов на 20 дольше держит заряд. В итоге мы имеем A51 тормознутый, не только в игры не поиграешь, но и нервы потратишь, пока телефон очухается, но зато с NFC и крутым экраном. И Note 9s с отстойным экраном и без NFC, но с крутым процессором и производительностью. И хоть у меня было много телефонов от Samsung, но в этой битве Samsung простит и вообще не вывез. A51 просто какой-то мега дерганый, лагучий телефон, мне вообще не понравился, не покупайте. Note 9s в этой битве победил, но на самом деле не потому, что Note 9s настолько хорош, просто A51 настолько плох. Note 9s за 20 тысяч я бы на самом деле тоже не покупал, наверное, за эти деньги лучше взять какой-нибудь Mi 9T. Пиши в комментарии, кто по-твоему лидер, ну и с кем Note 9s сравнить еще. Ну и если видео было полезно, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все, до встречи в следующих видео, пока.